Русский север. Суровая магия звучит в этих словах. Тема широка и многогранна. Раскрыть ее в коротком ролике – сложная задача. Да простит нам зритель некоторую мозаичность нашего сюжета. Легкими штрихами попытаемся мы передать атмосферу, в которую погружается исследователь-любитель в своих путешествиях по русской Лапландии, путешествиях ближних и дальних. Вы увидите картины первозданной природы, тайгу и тундру, цветы, птиц и зверей. Людей, которые едут на этот край земли в поисках приключений и новых впечатлений, и других людей, которые живут здесь с незапамятных времен, сохраняя традиции и уклад жизни своих далеких предков. Это Кольский полуостров. Путешественников, впервые попавшего в эти края, ожидают картины первозданной природы. Морское побережье и тайга, реки и озера. Откуда эта суровая, первобытная, завораживающая красота? Вероятно, дело в том, что это окраина обитаемого, освоенного человеком мира. Это не так уж далеко от нас, но это Заполярье. Суровая и долгая зима сотни и тысячи лет сдерживала проникновение цивилизации в эти края. Беломорское побережье Кольского полуострова, Терский берег, заселен поморами, потомками новгородцев. Более 600 лет назад пришли они в эти места в поисках богатых рыбой и зверем угодий. Еще совсем недавно, 100, 50 и даже 30 лет назад, жизнь кипела в этих краях. Весь берег в сезон был населен, являя собой как бы одну большую улицу. Тони, традиционные места лова, с избами, ледниками и прочим рыбацким хозяйством, располагались по берегу очень густо, часто в видимости друг друга. На них нередко жили семьями, весь сезон. Современные, более аскетичны, они уже не семейные, а бригадные, но некоторые сохранили подобие домашнего уюта. Беда лишь в том, что от большинства на берегу остались только развалины. Появление в 20 веке кое-каких технических средств облегчило рыбацкий труд, но существенных изменений в вековые традиции не внесло. По сей день Терский берег является своеобразным заповедником старинных технологий. Путешественники могут только догадываться о назначении того или иного приспособления. Таким образом, рыба, которая попала в сети, выносится на берег, и чтобы она не трепыхалась, кладется вот на этот столик и по куполу так. Все дела. Ой, какой Боря, тогда, Боря какой. Местный фольклор богат и самобытен. Поморы бережно хранят свои традиции. Помнят старинные праздники, сказки и, конечно, песни. Речка, и радуга цветет, по волнам
Не случайно именно в Умбе, столице Терской земли, проводится международный фольклорный фестиваль. Сюда съезжаются самодеятельные коллективы и гости из разных областей России и из-за рубежа. Танюшин миленький дружочек. Там пески лежат, леса стоят, островочки там разбросаны, бережочки возвышены, теремами позаставлены. Солнце летом не заходит там, жить у моря любо светло нам. На Карбасе любо рыбку ловить, черный сбодень лихо обходить. Лов семги испокон веков имел определяющее значение для всего уклада жизни поморов. Когда-то первые поселенцы открыли для себя главное богатство этих мест – огромное количество нерестящейся в реках рыбы. С этого момента симужий промысел стал одним из основных в жизни первопроходцев. На протяжении последующих столетий вокруг рыбной ловли сложился особый уклад и сформировалась самобытная поморская культура. Праздничный стол у поморов невозможно представить без рыбника – пирога с целыми кусками семги. По традиции именно им, пирогом с семгой, а не хлебом с солью, встречают на Терском берегу дорогих гостей. В селах Терского берега еще можно услышать рассказы о том, как берегли семгу и как заботились о ее благополучии. До сих пор лишь ее одну зовут здесь весомым словом «рыба», а прочих – по названиям видов. Уважение к семге всегда было в культуре поморов. Говорят, например, что когда рыба заходила в реку на нерест, нельзя было громко разговаривать и тем более ругаться. Не звонили колокола, а уключенный лодок обматывали тряпицей, чтобы не потревожить покой нерестящейся семги. Ради продолжения рода покидает семга кормные воды северных морей и устремляется к устьям тех самых рек, из которых когда-то впервые вышла на морские просторы. Семга заходит в реки загодя, некоторые еще за год до нереста, в сентябре-октябре. Другой массовый заход происходит в апреле-мае уже следующего года, за 3-4 месяца до предстоящего нереста. Находясь в пресных водах рек, она не питается, однако инстинкт хищника заставляет ее хватать приманку. Лицензионный любительский лов семги в России разрешен только на Кольском полуострове. Принятая государственная программа вселяет надежду, что именно развитие туризма позволит возродить экономику региона и вовсе отказаться от традиционной промысловой добычи, экономически неэффективной и наносящей тяжелый урон редким и ценным видам.
Со всех концов России, из многих стран мира приезжают сюда рыболовы в надежде поймать вожделенный трофей – благородного атлантического лосося – семгу. Вот такая вот на нимку взяла. Другой представитель семейства лососевых – кумжа. Не столь ценная, но бойкая и сильная рыба – тоже желанная добыча. Нередко рыболовы эту увлекательную охоту за кумжей предпочитают даже симужьей рыбалке. Контроль крепости, чтобы потом не говорили, что воду пьем. 50 градусов. Путешествуя по труднодоступным и безлюдным районам Терской земли, туристы вынуждены довольствоваться скудным походным рационом. Оладьи с семгой, гусиный плов, кумжовая икра пятиминутка. На Терском берегу есть уникальная возможность попробовать деликатесы, недоступные более нигде. Согласитесь, не стоит сравнивать дикого атлантического лосося с его собратом, выращенным в садке на комбикормах. Этот калейдоскоп эпизодов и коротких сюжетов – наша попытка перенести зрителя через время и расстояние, которые отделяют большой цивилизованный мир от этого уголка Северной Европы, с его суровой первозданной красотой и с его проблемами, с его загадками и древней историей.